Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Это прямой эфир. У нас 24 августа на календаре. Праздничный день в Украине, да, но несмотря на праздники и очень тяжелый привкус ударов последних дней, да и прошлой ночью, и, в общем-то, недавно из Одессы, Дмитрий Спивак на связи. Дмитрий, приветствую вас. Здравствуйте. Да, приветствую тебя, Саш, приветствую зрителей наших. Согласен, 24 августа, День независимости. Хотелось бы встречать эту дату в другом настроении, хотя для любого государства это самая, наверное, важная история. Борьба за собственную независимость, суверенитет. Абсолютно независимых государств в мире не бывает. Да, в той или иной степени мы все друг от друга как-то зависимы. Но, тем не менее, если без философствования, то, конечно, для любого государства это самая важная дата. Ну, а для Украины это... Что я сейчас буду? Не хочу я... Знаешь, Саш, я там читаю сегодня некоторые социальные сети, там, ну, все вот такие депутаты мелкие, вот такие, с районных советов, все фотографию, всем им пишут... Молодые, видно, девушки или ребята, пресс-секретари у всех есть. Чат GPT пишет, Дмитрий. Ну или чат GPT, извини, да, я так по старинке, да, наверное. Я не люблю пафосных слов, но тяжелейший путь идет Украина к этой независимости, к этому собственному суверенитету. Наверное, когда ты вырываешься от зависимости от одних, и как бы, да, в объятиях в зависимости от других. И это тоже сложно, это тоже будет как бы после уже военный период. Тяжелый путь у Украины вот в этом направлении, да, к направлению некой государственной независимости, самостоятельности, принятия решений и так далее. Но, тем не менее, государство состоялось тогда, да, когда была подписана декларация о независимости и принята Верховным Советом, да. Ну и государство состоялось сейчас. Никто с этим уже в мире не спорит, что государство есть, состоялось, существует вот такое, какое есть, со всеми этими трудностями, сложностями, коррупционными скандалами, но оно есть. И никому внешних врагов не удается уничтожить вот это государство. И даже ядерной второй армии мира тоже это не... Враги, может, и не уничтожат, а друзья, в кавычках, внешние, которых сегодня не, целый сами, ВОЗ, эти могут. Я же хотел так сказать. Сами можем. Это мы люди очень талантливые, да. Нас извне хрен победишь, да, а изнутри это мы сами можем подсобить кому угодно. И своей неправильной политикой за эти 35-36 лет, да, мы же во многом-то виноваты сами. Я вон сегодня, ну извини, минута. Я сегодня что-то там вспомнил, там, какой Украина вошла вот после распада Советского Союза. Да? Третья экономика в Европе, сумасшедший, значит, запас и задел всех видов вооружения, включая ядерное. Ну, колоссальный потенциал был, мощнейшая страна, мощнейший задел. Где была Украина и где поляки, да, которые скупали у нас утюги и фотоаппараты вместе с матрешками и водкой. И где сегодня экономика Польши и где мы. И как раз наткнулся я сегодня на один документ, ну просто чтобы еще раз, да, кто нас разоружал. Многим же кажется, что нас разоружала одна страна. Я вас расстрою, друзья, да, помимо Будапештского меморандума, еще существует Лиссабонский протокол в 1992 году. США, Россия, Украина, значит, Казахстан и Беларусь. Когда наши три государства, значит, признали правопреемниками Советского Союза по ДСНВ-1, ну и вот этот Лиссабонский протокол запустил процесс ядерного разоружения. То есть задача в Вашингтоне и в Москве совпала тогда, в 1992 году. То есть Казахстан, Беларусь и Украина не должны были иметь ядерного оружия. Странное совпадение целей геополитических противников в 1992 году. Ну, в общем, поэтому с Днем независимости всех нас. Кто-то может поиронизировать сегодня, кто-то может по-другому как-то, неважно. Но тем не менее. Все, готов. Ну, от независимости у нас день есть, 24 число, день такой, ну, в общем-то, важный, и все же ждут важных каких-то слов, да. Вчера
День флага были гости, наговорили тоже с три короба, интервью Зеленский дал, сегодня обращение Зеленского. Это все будем обсуждать, конечно, в привязке и, скажем так, к возможно ли какое-то разрешение ситуации мирным путем, особенно после сегодняшнего обращения Зеленского, который, ну, собственно, мир упомянул гораздо меньше раз, чем война, Путин, там, Россия и так далее, и так далее. Обсудим все, скажем так, диспозиции. Особенно так интересно вот эта Урсула, миллиардов, 6 миллиардов. Вот вам 6 миллиардов. Хотя вот последние дни, если так брать с карандашом и ручкой разбирать интервью Зеленского, там, да, и его заявления, надо 20. И то только вот до конца этого года. То есть мы видим жуткий дефицит денег, жуткий дефицит ПВО. Ну вот Бёрден приехал, скальпы, Storm Shadow, да, это идентичные ракеты, какие-то технологические карты привезет. Ну, об этом вроде как должны объявить. Об этом всем, как всегда, поговорим. Мы в прямом эфире, поэтому подключайтесь к нашему разговору. Все очень просто. В клубе зрителей Шелест, такое камерное сообщество, как бы общение не для всех. Там есть возможность задать вопрос. И абсолютно открыто в сообществе YouTube. Заблаговременно оставляйте свои вопросы под анонсом нашей встречи. Чат трансляции, естественно, подключим в конце. Режим Блиц. Постараемся как можно больше людей уважить с вашими вопросами в такой знаменательный день. У нас голосование. Давайте вот от этого голосования оттолкнемся и дальше пройдемся, да, по перспективам. Значит, голосование вот такое. Чего бы вы пожелали Украине на День независимости? Варианты. Победы, мира после победы или ничего бы не пожелал, пока война, вообще не до праздников. Вот 4 варианта по ощущениям, по формулировкам. В общем, проголосуйте за один из этих 4 вариантов. Вы бы чего пожелали, отталкиваясь от сегодняшнего... Но опять-таки, поздравления, тут как-то язык не поворачивается сказать. Поздравления с Днем независимости Зеленского. Я понял 4 варианта. Я понял. Я отвечу. Я бы пожелал мира в стране сейчас и разума и прагматических решений после войны. У Украины есть потенциал огромный, и есть все шансы после войны в течение нескольких лет восстановиться и стать нормальным цивилизованным государством. Используем мы эти шансы или нет, используем мы этот потенциал или нет, зависит от того, какие решения будут превалировать после войны. Стратегически верные и прагматические, или вот это вот «ура, побежали», лозунги, клише, долой и так далее. Это зависит уже будет от нас. И никакая Урсула или Кая здесь на это не повлияет. Единственное, я позволю себе прокомментировать, в этом же и заключается цинизм Европы. Да, то есть ко дню независимости нам подбросили 6 ярдов, ну, решение принято, деньги не пришли, но, то есть, не тогда, когда надо, там, позавчера, неделю назад, то есть, а вот ко дню независимости, чтобы приехать, чтобы сказать, чтобы вот это вот леволиберальная глобалистская тусовка, которая в Европе будет меняться в 27-28 году, и там будут приходить к власти правые, консерваторы, националисты, будет другая Европа какое-то время. Ну вот что это? Более того, эти же 6 миллиардов, давай же зрителям скажем, это же не новая программа. Это 6 ярдов из 90-ярдового кредита. Значит, во-первых, пункт А – это все равно кредит. Нам надо отдавать. Мы уже должны, как земля колхозов. Внешний долг 102% ВВП, по-моему. Ну, по разным оценкам от 99 до 102% ВВП. Второе, что это за 6 миллиардов на вооружение ко дню независимости? А почему не 19? Вы ждали эту дату, вам хочется выступить. А Япония, наоборот, сказала, что они не будут передавать оружие Украине. А то, что ты затронул Лондон, да, сегодня в Киеве, значит, новый премьер Берхэм, так его фамилия, Берхэм. И, значит, говорят, что Лондон, значит, сегодня будет об этом объявлено, типа, готов передать секретные данные для производства ракеты «Скалп». Это французская, типа, версия Storm Shadow. Когда там это будет передано, что будет передано, как производство, посмотрим, мы этого всего не знаем. Но я могу геополитически прокомментировать эту новость. Так и хочется сказать, товарищ Лавров, ваш выход. Ну, то есть, напомню зрителям, 5 дней тому назад великий ужасный Лавров вышел, пригрозил пальчиком Лондону,
сказал, что то, что Лондон помогает Украине, значит, там, дронами или еще чем-то, это практически они участвуют в войне, и, значит, у России есть все там, да, для того, чтобы со всеми вытекающими последствиями. Я тогда еще ни хрена не понял, что такое все вытекающие последствия. Ну, то есть, если ты угрожаешь Лондону, то бей. Ну, то есть, вытащил, бей, не можешь, не вытаскивай. Это же уличное правило. Вот французы подождали 5 дней и демонстрируют, прошу прощения, британцы, и демонстрируют опять всему миру, что болтология кремлевская, она мало уже кого цепляет. Вы или молчите, или делаете. Поэтому вот следующий шаг. Сейчас выйдет опять Лавров или еще кто-то и скажет, а если что, то мы. Ну, хорошо, давайте вы. Это геополитика. Это я о другом. Это я о влиянии, о переделе, о сферах влияния, о том, что Британия, Россия как друг с другом воюют 2 века за нефть, за море, за влияние, за порты, за Украину, за ресурсы, за все. Бритиш как бы очень хотят уже выйти из-за кулисья. Потому что после 1945 года Бритиш все равно не простили американцам, да, что они лишились огромного влияния, они лишились империи, они остались в тени там, разборок США и Советского Союза. То есть бриты остались только такой партнером США по закулисной тематике. Они умеют это делать. Сегодня бриты как бы хотят как-то возродиться. Ну и вот, да, открыто делают то, что очень не нравится в Москве. А Москва никак не может понять, что сейчас на календаре не 2020. Вот я вас уверяю, если бы Лавров что-нибудь подобное сказал бы в 2020-м, мир бы отреагировал. В 2020-м Россию побаивались. Ну, в разных частях земного шара. Ну, побаивались. А то, что говорит Лавров сейчас, неинтересно. Нигде вообще. Поэтому вот такая история. Что там будет? Кстати, сегодня еще одна новость. Приехал очередной уже 2-й за лето. Тоже надо разобраться. Мне интересны такие всегда новости. Я пока не знаю ответа на этот вопрос, но приехал уже 2-й за лето временный поверенный США, значит, в Украину. Была некая дама, я даже не запомнил. Она с 17 июля. Ну, не запомнил даже, как ее зовут. Сегодня вот новый временный поверенный представили, да, под Хьюстон. Так, я просмотрел его биографию, не пацан зеленый, а как любой приличный дипломат-разведчик, или как любой разведчик приличный дипломат, там не поймешь. Такой большой послужной список, но дело не в нем. Дело в том, что почему сейчас, почему новый, с какими целями и задачами и так далее. И если появление нового американского временного поверенного в Украине, если можно связать со словами Буданова, что он Буданов попытается оживить переговорный процесс, и что переговоры о мире любят, в общем-то, тишину, и не всегда об этом говоришь, может быть, это все как-то связано. Не знаю. Просто так это в один день, и, может быть, как-то начнут постепенно восстанавливаться какие-то переговорные треки. Которые... Да. Сегодня пишут о том, что Витков и Кушнер не поехали, потому что Россия бьет ракетами и дронами. То есть отложили, не отменили, отложили свой визит в Киев. Ну и, конечно, это с издевательским подтекстом демонстрируется. Ну, смотрите же, сколько. Ступ приехал, с Латвии, там, отовсюду приехали, Бёрдем, все приехали, а вот эти типа боятся. Тут другой момент. Причем очень такой требующий аналитики. Но вот вы Хьюстон этого вспомнили. Смотрите, ну, он в Нигере был. То есть, получается, отношение такое же, как к этим странам, понимаете, африканским уже, вот. Раз такое назначение. Когда ты стал таким манипулятором? Ну, чего ты выхватил одну его должность только с Нигера? Ну, у него много и было должностей. Ну, это последнее, поэтому выхватил. Окей, да, слушай, ну, давай, самый такой известный пример, ну, для меня, да, я часто о нем говорю, глава ЦРУ Уильям Бернс. Ну, когда-то он был там, хрен знает, на затворках, значит, на Ближнем Востоке. Это для нас хрен знает где. Саша, может быть, это для нас с тобой Нигер, и мы не понимаем, значит, что это за страна, чего, в чем она там... Может быть. Поэтому какая разница, где он был? Последнее там время. Да, решал какие-то задачи Белого дома, ЦРУ, ФБР. Мы же с тобой этого не знаем. Что делал товарищ Хьюстон в Нигере? Поэтому я не делаю таких выводов. Как Нигер, Украина? Если его опыт там,
И не так. Если он там смог решить какие-то задачи, коммуникации, мир, не мир, там какие-то бои, и там он был эффективен, а там сложный очень регион, а Украина сегодня очень сложная история, для американцев в том числе, то, может быть, и прислали сюда человека, ну вот, которому дает сейчас товарищ Трамп, поставил какие-то задачи. А может быть, я не прав. Это просто вот очередной проходной человек. Мы же этого тоже не знаем. Я раньше же не слышал ничего от Трампа про него, ничего от него про Трампа. Я пока от него вообще ничего не слышал от товарища Пода Хьюстона. Давайте там какую-то недельку, может быть, чего и поймем. Надо разбираться с этим. Американская внешняя политика, еще со времен товарища Киссинджера, она устроена по-разному. Она и устроена публично, не публично, закулисно, через дипломатию, через спецслужбы, объединена. Она по-разному устроена. Надо понять, с какими целями он сюда приехал и задачами, и тогда будем как бы понимать, это к миру как бы попытка двигаться, или это как бы, ну вот идет и идет. Так тоже может быть. Поживем, Вы упомянули Буданова. Он действительно заговорил о переговорах, которые любят тишину. Действительно было такое заявление, но давайте все-таки поймем температуру на Банковой. А там подгорает. Люди, например, в соцсетях, обычные украинцы, украиномовни, щири, они немножко в шоке были после, например, вчера, сейчас в эти минуты тоже там торжества проходят, Зеленский там выступает, говорит, что мы там должны, чтобы наши дети не были асфальтом под танками и сапогами империи. Ну, в общем, пафосные речи, пафоса сегодня много. Было и будет, вы удачно это отметили, и от Зеленского, и от всех остальных. Кличко, он, понимаете, говорит, что не сдастся Украина. Все говорят. Но тут очень интересный такой момент. Буданов, его четко спросили, так а что у тебя? У тебя же зам мудрая. Да, досталось от Ермака. Люди возмущаются в соцсетях. А что это как бы государственный флаг Украины, ну там праздник, линейка, это все. Стоит Ермак с браслетом на ноге среди там Стефанчуков и прочих, понимаете? Все как-то, ну, все очень серьезно обеспокоены вот этими последствиями прошлой недели и вот новыми свежими пленками НАБУ. Буданов говорит, что вот, смотрите, суд, он все решит, но аппаратно, и тут очень важно как бы применить ваш опыт, когда вы, ну, вы очень давно, да, то есть вот эти структуры зависимости и коррупцию выкрывали, да, то есть изобличали вы ее очень давно. Получается, сейчас Буданов, ну, как бы сброшен, ну, на него указывают все стрелы. То есть, кто руководитель мудрый? Так Зеленский говорит, я ни при чем в интервью. Он Буданов. Буданов говорит, ну, смотрите, ну, вот суд разбирается, конечно. Ну, а что ему еще сказать? Получается, очень и очень плохая, вонючая коррупционная история, где стрелы конкретно указывают на него. Возникает здравый вопрос, а не за этим ли его назначали в январе месяце для того, чтобы... Потому что дело-то старое, дело-то еще ермаковское. Что думаете по этому поводу? Классный вопрос у тебя и классный такой преданализ ситуации. Согласен. Постараюсь. Причем, друзья мои, обращаюсь к зрителям. Я не всезнайка, я не нахожусь там, поэтому просто поделюсь своими размышлениями. Итак, первое. Вернее так, начну с конца, Сань. С твоего вот заключительного тезиса, а не для этого ли назначал Зеленский Буданова, чтобы там в случае чего списать там на него много чего, все стрелы и так далее. Ну, послушайте, я так думаю, что учитывая опыт боевого генерала-разведчика Буданова, ну не пацана Зеленого, я не думаю, что им кому-либо так легко манипулировать. Думаю, что никто не может, зная его окружение, зная, что о нем говорят люди, которые его хорошо знают, кто с ним там прошел войну, спецоперации и так далее, им невозможно манипулировать Будановым. Его очень трудно переиграть вот в таких вот играх, поэтому я опускаю вот эту историю, что его назначение было в январе. Так, сейчас, я закончу. Генерал-разведчик не знал, что происходило в соседнем кабинете? Я подойду сейчас, Саш. Я просто начал, а не специально ли его назначали. Я тебе говорю, думаю, что нет.
В такую историю, в такую игру его навряд ли кто-либо мог бы втянуть. Он в состоянии... Как у них там было с президентом, как они договаривались, что там с должностью, этого я, конечно, не знаю. Это первое. Теперь второе. Был такой замечательный фильм, не знаю, запрещенный он или нет, «Служебный роман». Там, когда начальница, значит, да, и секретарша там показывает ей сапоги, начальница говорила, слишком вызывающие, я бы такие не взяла. Значит, и секретарша говорит, отлично, тогда надо брать. Ну, все наоборот. То есть для меня очень простой маркер, да, то есть если чайки низко над водой, это к дождю, если НАБУ, «Украинская правда» и «Железняк» говорят что-то плохое о ком-то, то это чистая заказуха, и значит надо продвигать во власть своих. Переведу на человеческий язык. То есть «Железняк», «Украинская правда», «Фиала» месяц тому назад восхищенно всегда говорили о Буданове. Как только Федоров требует выборов, и у соросят и грантоедов появился новый мессия, а Буданов им мешает электорально, в «Украинской правде» начинают появляться такие намеки, Буданов, Мудро и так далее. То есть если там Железняк и так далее, то вот я бы призадумался. Теперь подхожу к, собственно, Мудрая, значит, и обязательно отвечу по сегодняшней, там, вот как увидели Ермака. Ты просто задал мне несколько аспектов вопроса, и я постепенно отвечаю. Теперь, что касается того, что ответил Буданов по поводу Мудрой. Ну, я не знаю, что он должен был ответить. Давайте дождемся решения суда и, в общем-то, и поставим точку. Мне, например, Саш, надоело жить в атмосфере гейтов. Миндич гейтов, Мудро гейтов, Микитась гейтов. То есть мне надоело жить в эпоху такого шоу прослушек. Вы или выдавайте на гора историю, информацию, криминальные дела и судебные решения, и тогда вся страна будет знать уже наконец-то, или прекращайте вот эту манипуляцию по продвижению во власть условных Федоровых, Стерненков и так далее. Поэтому я всегда ставлю себя на месте того, о ком меня спрашивают. И если бы журналисты подошли ко мне сегодня, я бы ответил, как и Буданов. Ну, давайте дождемся решения суда и будем делать вывод. Третий вопрос. Ну, очевидно же, что Кирилл Буданов не принял ни одного кадрового решения в офисе президента. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, что эти люди не он их привел, и поэтому, ну, как бы вряд ли он имеет какое-то отношение ко всем этим делам. Ну, плохо, потому что это единственный там глава ОП, кому президент по какой-то причине не дает права там, да, принимать каких-либо кадровых решений. Я не видел ни при одном президенте, честно скажу, я многих знаю глав офиса президента за эти там, ну, за последних там, лет 20, многих знаю. И я не видел ни одного, кто бы вообще не имел возможности никого назначить. Поэтому и Мудро, и все остальные, понятно, что это люди Андрея Ермака и так далее. А что там в этих пленках? То есть, если в Украине коррупция и в правительстве, в парламенте касательно офиса президента, бизнесменов, Микитась, не Микитась, то у нас громадная коррупция. О чем мы говорим? У нас вся страна и погря, начиная там от ТЦК, районных прокуроров, заканчивая всеми этими схемами, госпредприятиями и так далее. Не об этом же речь. Надо ли бороться с коррупцией? Да, надо и давно, и жестко. Да, и приравнять давно надо было во время войны коррупцию во время войны к государственному преступлению против государства. И люди давно уже должны были бы сидеть, многие. Однако этого не происходит, потому что НАБУ, САП и ВАКС – это не про борьбу с коррупцией. Это про контроль над коррупционерами с целью продвижения своих во власть. Для этого создавались нашими западными друзьями НАБУ, САП и ВАКС. Кстати, про независимость. До тех пор, пока мы не избавимся от этой зависимости грантовских структур, ну, трудно нам будет говорить и строить будущую независимость. Поэтому еще разочек. Буданов точно не святой, и у него нету крылышек, он не ангел. Но это боевой генерал, он не чиновник, не червь кабинетный, да, а прошедший войну с 2014 года, имеющий ранения, никаких решений кадровых не принимал, поэтому почему на него нужно скидывать все стрелы ответственности за все то негативное, что там происходит? Не думаю, что это было бы правильно. А вот сегодняшние
Сегодняшние мероприятия, которые посвящены Дню независимости торжественные, там, где вот люди увидели Ермака, там, да, вот на этой линейке, ну, это понятно, личное мнение президента Зеленского. Вот он всем демонстрирует, что Ермак на должности или Ермак без должности остается близким для него человеком. С Это браслетом или без демонстрация. браслета, да. Да, с браслетами без, да, с двумя без. Согласен, да, тут можно это добавить и нужно. А что ты тут сделаешь? Ну, вот так Зеленский демонстрирует кому-то, не знаю кому. Нужно ли это было делать, не знаю, я не уверен. Зачем это лишний раздражитель? Хотя, с другой стороны, кстати, вот через несколько дней уже сентябрь. И вот я не адвокат Ермака, не знаю. А скажите мне, а чем вообще, что там происходит в криминальном проваджении? Ведь столько шуму было, прослушка, Ермак, все, да, суд, и что там дальше? Ну А что, у меня есть такое залог ощущение, что... уменьшили. Нормально все. Все идет Да хорошо. нет, Саш, я не про залог, я не про юридический аспект. Я спрашиваю, дальше-то чего? Там идет какое-то криминальное дело или нет? Или это был наезд только для того, чтобы снять Ермака и освободить там для своих? Я никак не могу понять. Хоть одно криминальное дело, начатое НАБУ, мы можем увидеть какую-то концовку и приговор суда. Хоть одно, по ком-нибудь. Ноябрь 2025-го, Энергоатом, сегодня сентябрь 26-го. Слушай, еще 2 месяца пройдет год. У Минича все хорошо за границей. У них у всех все хорошо. А мы мы реагируем на что? Мы реагируем не на криминальные дела юридические, мы реагируем на шоу. То есть у них обыски. У меня вопрос тогда к зрителям. А чем закончились обыски? Кто-нибудь мне может сказать? Ну, деньги нашли. А предыдущие чем закончились? Вот идут с обыском бизнесмену там какому-нибудь, там, ну кому, там, Столару, да? Ну, к примеру. Вот пришли к нему с обыском, вот что там могут найти в этом доме? Ну, десяток часов дорогих могут найти. Наверное. $1100 могут найти. Наверное. У меня вопрос ко всем нам. Так, и что? А ответа нет. Нам вкидывают шоу. Ну, все, Столар, Микитась, да. Ну, да, это бизнесмены придворные, мутят, крутят схемы. Ну, я понял это. Ну, да, это коррупция. Так вы же покажите концовку этой всей истории. И тогда вся страна будет знать. А пока нам дают чуть-чуть, нате, послушайте. Я говорю, а можно вот то послушать? Мне говорят, не-не-не, то пока не надо. Ну, вот это послушайте. Знаете, я тут не оправдываю, конечно, НАБУ, но мне кажется, тут все понятно. Политически есть, конечно, аспект, сейчас мы о нем поговорим, но давайте тоже откровенно. Они не могут из-за иммунитета первого лица упоминать его, демонстрировать голос. Они не могут в этом отношении. Не про первое лицо. Да. Саш, я не про первое лицо. А я про первое лицо. Нет, смотри, я даже не про первое лицо. Что там подходить? Давайте с 11-го лица начнем, с 32-го, с 5-го, с 7-го. Так вообще его, чего-нибудь. Так его крышуют первое. Ну вы же что, верите, что мудрая, которая на пленках говорила, мой руководитель требовал, это Буданов? Буданов пришел к мудрой и требует у нее там что-то деньги отмыть. Кстати, еще иди знай, кого мудрая там называет руководителем. Тоже еще вопрос. Может того, кто ее назначал, да. Да, может быть того, кто ее назначал. Смотри, вот сегодня Федоров, вот сейчас как раз тема, которую ты начал. Вот сегодня Федоров дает интервью. И как бы он же уже все, ему уже все, он уже, да. Мне даже жаль Валерия Федоровича Залужного. Я уже неделю его жаль, как-то была икона. А сейчас эти ребята прозападные поменяли икону. Уже все, не Валерий Федорович, уже Михаил, не помню как, в общем, Михаил. Значит, и все, уже столько пафоса, страшное дело. Альбертович. Выборы, говорит, давай. Да, Альбертович. Окей, я просто не знал, я прошу прощения, я ни в коем случае. Михаил Альбертович. И, значит, он сегодня дает интервью и говорит, я бы хотел, чтобы президент ответил, а знал ли он там о коррупции в ближнем окружении? Согласен с вами, Михаил. И поэтому я бы у вас спросил, а вы, один из ближайших соратников президента на протяжении 8 лет, знали ли что-то о коррупции или нет? Вы так успешно работали в этой системе 8 лет,
и министр, и вице-премьер, и первый вице-премьер, и министр обороны, и бюджет, и мама не горюй. Так было таки да, все чисто, или было таки да, все грязно? Я ни хрена не понял. Более того, а если бы вас вернули, Михаил Альбертович, сейчас на должность министра обороны, опять все было бы классно. А вас не вернули, и все херово. Так, ребят, вы о чем? Вы о справедливости и борьбе с коррупцией? Или вы о себе любимых? Вы тогда определитесь, или крестик снимите, или шорты оденьте. Так не бывает. Вы против Это выборов во время войны? Я, конечно, категорически. Сейчас объясню, почему. Ну вот Зеленский Вообще говорит, это цунами, которое разрушит страну. Мы сейчас находимся, и вы, прежде всего, вы лично это видите, знаете, слышите, чувствуете трясущимся, как от землетрясения, там, проспектам, улицам, домам. Вот сегодня сожгли один эпицентр в Одессе. На 7-м километре вроде попали, но не сожгли полностью. Удары по портам, удары по... В общем, ужас, что происходит. А нам Зеленский говорит, что это все как бы нипочем, играемся с мячом, а вот выборы, это порвет страну. Простите, если мы в День независимости, ассоциируем страну Украина только с одним человеком, то, наверное, да. Но Украина это немножко больше, хочется в это верить, что Украина немножко большее понятие, чем вот эта зеленая кодла, которая тырит деньги по мешкам, и у них большая проблема, как это пересчитать. Вот этим людям, которые вот это вот, понимаете, учат жизни. Так чем плохи выборы тогда? Отвечу. Все согласен. Нужны ли в стране выборы? Да, конечно. Будет ли поствоенное время обновления и нужно ли обновление элит? Да, конечно. Хочется как можно быстрее там все сделать. А теперь отвечаю, ты же мне не тот вопрос задал. Ты же мне задал вопрос, а почему их сегодня провести невозможно? Или нельзя? Нет, я задал вопрос, почему вы против? Да, но я против, не я против выборов, я считаю, что их сейчас провести невозможно. Поэтому я против выборов сейчас. И отвечаю почему. Первое. Выборы – это глобальная процедура, где-то рассчитанная на 4-6 месяцев. Ошибочное мнение тех, для кого слово «выборы» – это завтра зайти в кабинку и поставить галочку. Это не выборы, это имитация бурного политического оргазма. Выборы – это масса организационных вопросов, которые сегодня невозможно решить. Кто где голосует, прифронтовые зоны, за границей, список избирателей, реестр избирателей, и так далее, и так далее. Это невозможно сейчас решить. Раз. Выборы – это политический процесс. Это избирательная кампания, это свобода слова, это отмена единого марафона, это там в России яблоко снимают, тут у нас других, наверное, будут снимать. То есть это новая история. Это политический процесс и конкуренция. И только конечный пункт этих выборов – это когда человек идет в кабинку и ставит галочку. Сегодня невозможно провести выборы, а можно провести только их имитацию. Я против имитации выборов. Мы ждали уже несколько лет, и надо дождаться все-таки окончания войны. Так сложилась наша судьба нашей страны. Ничего сейчас не дадут. Имитирование выборов. Потому что никто не может принимать участие. Какие выборы провести? Парламентские. А во время войны нельзя провести парламентские. А что же это за смена? Невозможно. Но как лозунг на флаге, когда ты в оппозиции, даешь выборы, надоело коррупция. Это классный тезис. Но если ты пригласишь в эфир, Саш, любого юриста-конституционалиста, любого юриста, который пишет закон об выборах, или человека пригласишь любого, кто когда-либо работал в ТЦК это чертово, в избирательной комиссии, в ЦИК, в ЦВК, прошу прощения. Любого пригласишь при этой власти, при предыдущей, кто там 20 лет тому назад работал, тебе просто более детально, чем я, распишут, что такое избирательный процесс. Он не может быть, давай в субботу проведем выбор. Это не выбор, это отчитаться тогда. А мы это сделали. Не хочу. Надо закончить войну, войти в новый политический сезон, открыть шлагбаумы для всех, если это свободные выборы. И тогда, да, и прийти к ним осознанно, а не под влиянием эмоций. Это моя точка зрения. Если у кого-то есть другая точка зрения, пусть по пунктам мне распишет.
как в Харьковской области провести выбор. Я сейчас условно, да, и так далее. Невозможно. Да, я уже знаю, что ты сейчас скажешь. В чем-то ты будешь прав. Если сейчас скажешь, ну тогда получается, что те, кто не заинтересованы в выборах, будут тянуть время. Да, не исключено. И так может быть. Как сказал новоиспеченный оппозиционер товарищ Гетманцев, что в Украине столкнулись, значит, партия войны и партия мира. Я, правда, ни хрена не понял, who is who. И товарищ Гетманцев куда себя причислил, да, он к партии войны или к партии мира. Но Он где-то так же, хитро, черт возьми, он так хитро, он Зеленского причислил к партии мира. Ну, по сегодняшнему обращению мы видим, что это не партия он же мира. президент. Еще я не ответил тебе на один вопрос, что, значит, пафоса много сегодня, и, значит, и ты президента пафос. Смотри, нас сегодня поздравил, Украину поздравили многие ж там, да, включая Рубио. Я остановлюсь только на американском поздравлении. Там же тоже очень много пафоса. Первые лица, когда поздравляют друг друга с Днем независимости государства, мы уже привыкли к тому, что вот эти слова независимость, суверен, значит, оно, черт возьми, звучит достаточно пафосно. Но когда пафос исходит из первых лиц, из уст первых лиц, там президенты, канцлеры, госсекретари, окей, нормально. Он пафосный праздник такой, дата, день независимости. Ну, да, президенты и премьеры всегда вот такие находят слова глобальные, мы их называем пафосными. Это себе такое, ну, дата такая. А вот когда пафос исходит, вот оно там где-то шьет по чуть-чуть, там где-то в райсовете в каком-нибудь, да, и тоже вот эти, он половина слов не знает вообще их значения. Но вот это бесит. Я ж, Саш, человек опытный, мне ж про коррупцию не надо рассказывать только в верхах. Я могу вот так взять повестки дня сессии любого городского или областного совета, подчеркиваю, любого. Я вам покажу, что творится на местах. А еще есть отдельная каста ТЦК, а еще есть отдельная каста там прокурорских. Ну, это все знают, да. Поэтому коррупция, она же не только там, она же везде. Но рыба, да, ее нужно. Кстати, знаешь, в Одессе есть такая грубая поговорка, что рыба, конечно, гниет всегда с головы, но чистят ее почему-то всегда с хвоста. Ну, такое замечание. Есть такое, кстати, дело, между прочим. Рыбу чистят с хвоста. Ну, Я вот про обычную рыбу. Вычищают сейчас, конечно, капитально. Сегодня День независимости и много разных таких, знаете, моментов, чтобы задуматься, к чему все идет и откуда идет. Еще раз, я знаю, вы тоже смотрели это обращение Зеленского, да. Опять-таки, мое впечатление, что это было обращение к Путину, понимаете? Ну, вот такое впечатление. Да, попытались там вначале прикрутить немножко народ Украины, ну, тех спортсменок, которые, несмотря ни на что, добывают медали, тех там бойцов, которые героически вытаскивают из фронта кого-то, там, людей просто, там, когда мальчик бежит к папе без ноги, вот это вот все, взаимовыручка, понятно, вот эти все вещи в начале, а там дальше все про Путина, понимаете? Но факт остается фактом, вот так выглядит Украина на самом деле. Вот сняли спутниковые снимки, это выжженная земля, вот прям все прифронтовое, ну, как мы представляем карту, все выжжено. А что украинцы? Как изменила вот эта выжженная земля украинцев? Сегодня, ну это потрясающе, конечно, опубликован рейтинг, к людям обратились к Дню независимости и сказали, назовите 3 самых выдающихся украинцев. И люди 3 называли. Значит, 1 место Тарас Шевченко, 2 Леся Украинка, 3 Богдан Хмельницкий, 4 Степан Бандера, Зеленский 5 место. Да, примерно что Зеленский, что Бандера одинаковый примерно процент, чуть-чуть больше у Богдана Хмельницкого, в 2 раза больше у Леси Украинки и 61,5% еще помнит такой Тарас Шевченко. Если бы... Сейчас сразу прокомментирую, чтобы долго не заходить. Ну что ж с этим сделаешь, друзья, если наша украинская социология – это политическое манипулирование, это подхалимаш. Если бы подобную историю сделали во времена Петра Порошенко, был бы 5-й. Во времена предыдущих те были бы 5-е. Через 5 лет кто-нибудь будет 5-й. Хотя, конечно, я не буду комментировать, там 1-й, 2-й, 3-й, это все субъективная история.
это тоже больше символизм, да, то есть Шевченко – это символизм, да, символ Украины – Шевченко, да, говорим Украина, подразумеваем Шевченко и наоборот. Я не Андрея имею в виду, а Тараса Григорьевича. Кстати, что там с мовными омбудсменами, Тарас Григорьевич иногда вел дневник не на украинском. Вот, поэтому там Тарас Григорьевич, Леся Украинка, там Богдан Хмельницкий, вопросов нет. Да, я как бы не буду спорить. Но все остальное вписано, потому что тренды такие. Ну, как Бендеру не вписать, когда тут вот, да. Вот, как действующего президента. Но справедливости ради. Вот пройдет там 10-15 лет, учебники будут писать. И действительно, Зеленский войдет в историю, как бы, будучи президентом Украины, который, да, ну вот, отстоял, не дал, российская война, вторжение, широкомасштабная война. Так будет. Все коррупционные скандалы через 10 лет забудутся, а вот эта веха историческая останется, в которой президент Зеленский войдет вот в эту историю. Поэтому, Саш, что мы обсуждаем социологию? Да мы обсуждаем, вот, что самый великий украинец не считал себя украинцем. Да, ты про Бендеру, да? Нет, я про Шевченко. Он говорит, малороса, вот это все. То есть, то есть, понимаете, в чем дело? То есть, это тема, которую всегда я поднимаю. И пока, к сожалению, не могу достучаться до первых лиц. Да я же всегда поднимаю тему, что Украина имеет очень сложную историю. Может быть, сложнее, чем многие европейские страны. Сложная история. Разная Украина была в разные часы. Западная, средняя, восточная, южная. Кто-то был в этих империях, кто-то был к другим империям. Ну, сложная история. Значит, были очень разные исторические факты, очень разные герои, очень разные времена были в Украине. Разное все было. И поэтому очень аккуратно, тщательнее надо сейчас подходить к возвеличиванию одних и там, да, к закапыванию других. Очень тщательно литература, искусство, да, герои, война, одна, вторая, это тщательно. А у нас сейчас, к сожалению, не тщательно. Вот решили, что история всей Украины должна быть вот этой, вот то, что вот это. Да, Бандера, значит, Мельник, Коновалец, кто там следующий будет, Петлюра. Я ж как бы неплохо знаю Винниччину. Неплохо знаю историю Петлюры и его директории. Да, он лично, товарищ Петлюра, может, и не принимал участие лично в еврейских погромах, но он же был глава этой армии, значит, которая его не слушалась. Так какой же он тогда глава, если его не слушались? Или чего дальше? Или Мельник, мы уже много об этом говорили, с кем он сотрудничал, как и чего. Как я могу к этому относиться? Вы же со мной поговорите, надо же сначала... Мое же мнение такое. Сначала общенациональная дискуссия в мирное время, тогда это будет объединяющий фактор для общества. А потом принятие решений. А то, что сейчас, не думаю, что это объединяет украинский народ. А выстояла Украина в 22-м как раз потому, что мы были абсолютно единые. Вообще никто не спрашивал, на каком языке ты говоришь в 22 году, когда очереди стояли в военкомате. Вот где было единение, от чего охренел и Запад, и Путин. И те, и другие охренели. Потому что и те, и другие не давали нам месяца. Только в единстве может быть твоя сила. И наоборот, если власть принимает решение гуманитарного характера, которое разъединяет общество, то ты становишься слабее. Значит, тебя легче взять голыми руками. Слабее ментально, физически. Другой вопрос, почему многие молчат. Есть ответ. Боятся. Война. Кого? Закончится война, начнут говорить. получается, боятся своих. Боятся, боятся. Это есть очень страх. важный момент. Страх Смотрите, вот сейчас же у нас какая история? Момент. Сейчас какая история? Значит, Украина нанесла удары. Я так понимаю, судя по сообщениям с российской стороны, по количеству, по качеству, по поводу там этих разговоров про фламинго, целей было больше. То есть дата, и к дате надо было больше поразить. Но поразили логистические центры Озона в Адыгее, Дагестане, Ставрополье, там на юге России. Значит, уже там все говорят, отреагировал московская биржа, в общем, перемога.
Песков вышел сегодня и комментирует, говорит, что открыли ящик, ну, в принципе, повторяет Путина, да, что открыли ящик Пандоры и будут бить в ответ гораздо, каждую ночь будут ощущать, это цитата Пескова, ощущать вот это принятие этих решений. И мы вот сейчас находимся в этой уничтожающей фазе, выхода из которой никто не дает, наоборот. То есть нам центральный сигнал из Киева в день, казалось бы, праздничный, вот такой. Более того, приезжает еще один потрясающий, конечно, гость, премьер-министр Литвы, и говорит, никаких мирных соглашений. Нет, говорит, победа будет Украины. Вот Украина победит, вот это все, России не останется, вот это все, вот это будет окончание войны. Нет, можно, конечно, слава Богу, что, можно, конечно, слава Богу, посмеяться что над ни ним. ни Литва, ни Эстония как бы не принимают решений. А вот где пафос. Вот где пафос. Это страны Северной Европы. Понятно, почему. Я могу даже с прагматической точки зрения объяснить, почему. Почему они не хотят, чтобы война в Украине закончилась. Потому что следом будут они. А они точно не Украина. Я никому не желаю войны, но вот эти небольшие страны Балтии, ну, мягко скажу, навряд ли бы выстояли 4,5 года против России, как выстояла Украина. Поэтому они боятся и скулят. А слава богу, что не они принимают решения. Я думаю, что в мире достаточно сегодня прагматиков, кроме премьер-министра Литвы, которые осознают, что дальнейшее расширение войны начинает бить по их интересам, по интересам транснациональных корпораций, по интересам мировой экономики. Это первое. Теперь второе. Я когда слышу Пескова, Ушакова, ну Ушакова нет, Пескова, Лаврова, Путина, что они там на что-то нам отвечают, ну это верх, блядь, цинизма. Может быть, это мы отвечаем, а не они. Может быть, это они развязали войну 24 февраля 2022 года. Если у кого-то с памятью что-то херово, включите выступление Путина 24 февраля 2022 года в 4 утра, как он объявил о начале СВО. Так это кто кому отвечает? Это второе. И третье. Дональд Трамп в свои 80 и то понял, что современные методы ведения войны напрочь, на 100% видоизменили вообще всю структуру войн и, как следствие, взаимоотношения государств. Никто не сомневается, что первая армия мира США совокупно, ну, в десятки раз сильнее Ирана. Ну, да, количество сейчас посчитаем. Танки, бронетранспортеры, пушки. Только это никого не интересует сейчас. 5 лет тому назад это был решающий фактор, у кого было больше Абрамсов. Помнишь, как писали, там, у России, значит, ресурсы намного больше, чем в Украине, считали, сколько пушек, сколько артиллерийских снарядов, сколько танков, сколько бронетранспортеров. Мы давно, друзья, в новостях читали что-то про бронетранспортеры. Я вам скажу, 2,5 года звука нет об этом. Мир стал другим. С развитием беспилотных систем, реактивных, с искусственным интеллектом, надводных, подводных, воздушных, спутниковое наведение. Все. Ну и ракет. Все, мир другой. Так вот, Трамп понял, что он не победит Иран. Никак в Кремле не хотят помочь, понять. Они не победят Украину. Да, разрушения будут безумные. Но что же можно сделать, если никто не может заставить Кремль пойти на какие-то компромиссные решения, что давайте останавливаться и начинаем разговаривать. Им все время кажется, что они не победят. Да, нам тяжело. Но вот я себя ставлю на место руководителя и думаю, ну вот как закончить эту историю? Ну как закончить, кроме того... Вы каких руководителей, уточните, ставите себя на место? Наши, у меня одни руководители, я живу в Украине. Те, которые мешки таскают с баблом. Поменялся бы стал бы руководителем, имел бы власть, и вот меня спросили, как закончить? Я не знаю, как закончить войну в одиночку. Ну, войну надо заканчивать вдвоем или в системе координат посредничества мирового. Надеюсь, до сих пор надеюсь, 24 сентября Трамп, Си Цзиньпин, надеюсь, не знаю. Еще надеюсь на то, что в российском бизнесе, в российском, я не оговорился, есть большие доли транснациональных корпораций.
Если кто-то думает, что российским баблом управляют только 5 человек там, русских олигархов, вы заблуждаетесь. Там и Ротшильды есть, там и BlackRock есть, там разные компании есть. И я очень рассчитываю на то, что до выборов в Госдуму, до 20 сентября, конечно, риторика Кремля не изменится, им нужно провести выборы, им нужно сформировать свою Думу, это я понял. Я не надеюсь на это. Но после 20 сентября, я надеюсь на то, что Путину тоже кто-то донесет мысль, что зима, если сейчас не договориться ни о чем, зима будет херовая не только для Украины, что зима будет херовая и для многих и многих городов российских. Нужно это или все-таки лучше не перемолишь ты, не переломаешь ты через колено? Если у страны есть технологии беспилотных систем, если у страны есть какие-то ракеты, ты эту страну не победишь. Она будет огрызаться. Смотрите, И тут вот мы же видим по Ближнему Востоку. Ничего не может сделать Дональд Трамп вот с этим маленьким Ормузским проливом. США и Ормузский пролив. Потому что войска туда не пошлешь. Можно, конечно, как во Вьетнаме сформировать 500-тысячную американскую армию, чтобы 1100 там погибло. Потому что, Трамп это понимает, что не пойдешь туда широкомасштабной войной. А вот все остальное, черт возьми, не работает. Ты по Ирану 10 ракет, они по Катару 10 ракет. Ты туда 10 ракет, они сюда 10 ракет. Ты туда беспилотники, они сюда беспилотники. И это привело к тому, что там поняли, надо разговаривать. Тут пока не поняли в Кремле, что надо разговаривать. Там, подождите, там никто разговаривать не хочет. Трамп и вот Бессон сегодня заявил о решающем экономическом ударе по Ирану. Там будут бить экономикой. Каком ударе? Экономическом ударе, решающем. Браво, аплодирую. Я вообще весь мир призываю, весь мир я призываю, ребят, всегда существуют громадные, глобальные межгосударственные конфликты. Как это было, допустим, между Россией и Украиной до 22 года. Черт возьми, да давайте решать эти конфликты экономически как-то, политически, дипломатически. В 21 веке не затевают большие войны. Они безумно разрушительные и бессмысленные. Гибнет огромное количество людей, разрушаются города и страны, и они ничего никому не приносят, эти войны. Правильно? Теперь Трамп понял, что надо как-то давить на Иран экономически. Это уже другая тема, ничего не получится, потому что Ирану подставят плечо и Китай, там и другие. Но хрен с ним, разбирайтесь экономически. А Канаде кто-то подставит плечо? Что? Канаде кто-то подставит плечо? Канаде? Угу. Канаду никто не тронет. 50% пошлин, срыв переговоров между Трампом. Эмоции просто бурлят. Я имею в виду, что Канаду никто не тронет физически, Канаду никто не поставит экономически на грань катастрофы. Это игра Трампа 50, 10, 40. Мы если проследим отношения Трампа и Канады за эти, сколько уже, 1,5 года властвования Трампа, вы увидите на эти качели. Но с тех пор, как бриты назначили премьером Канады товарища Карни, который был главой Нацбанка Британии, а потом главой Нацбанка Канады, то и с тех пор, как товарищ Карл приехал в Вашингтон и все сказал товарищу Трампу, товарищ Трамп больше не педалирует вопрос 52-го штата. А то, что идет это бадание с пошлинами и экономическими вопросами, да пусть все бодаются. Мы тоже многого не знаем, что там хочет Канада, что хочет Америка, кому там чего выгодно, пусть бодаются. Но Канада защищена британской короной, и у Трампа ничего не получится. Сколько тут Трампу осталось? 1,5-2 года. Да и то, если в ноябре месяце, если республиканцы... Кстати, сам Трамп признается, что, мол, если демократы заберут большинство, то ему, товарищу Трампу, грозит импичмент. Это, знаете, от него такое услышать, это значит, что чуйка. Он понимает. И это, сейчас скажу еще одну вещь. То, что он понимает, Трамп, то в случае проигрыша республиканцев на промежуточных выборах ему может грозить импичмент или как минимум процедура импичмента, и он будет заниматься следующие 2 года судами. То, что он это понимает, мне кажется, может его подтолкнуть к тому, чтобы как-то побыстрее
Вот как-то что-то сделать такое глобальное, чтобы сказать миру, вот оно, я сделал. А что он может сделать глобальное? Как-то остановить эту хрень на Ближнем Востоке, чтобы Армуз начал работать, чтобы пошли пшеница, сжиженный газ, чтобы цены припали, чтобы страны вздохнули, чтобы экономики как-то, да, вот там. И Украина. Вот два глобальных пожара, которые сегодня есть. Может быть, подтолкнут плохие рейтинги Трампа, у него 32-33% поддержки. Это плохие цифры для президента США всего лишь через 1,5 года. Вот я на все это рассчитываю, вот на этот комплекс задач. Или, я сразу ставлю запятую, окно возможностей октябрь, я это нарисовал. Если нет, входим в плохую зиму. Очень тяжелую и плохую. Я не Корецкий, не премьер, там, не депутаты, но я осознаю, я понимаю. Мы будем бить по их энергетике. Россия больше, чем мы, страна. Мы нанесем им меньший ущерб, чем они нам. Наша энергетика подвергается ударам уже там, 4,5, ну, 4 зимы, это будет 5-я. Тяжелейшая будет история. Кстати, сегодня пришли фотографии интересные, что Объединенные Арабские Эмираты закрыли свои энергообъекты какой-то такой металлической конструкцией. Значит, от дронов иранских и так далее. Не знаю, как с ракетами, но от дронов. И я подумал, черт возьми, а может быть и мы могли бы давно уже так бы сделать, или не могли, не знаю. Вот тут спорный момент, это технически, инженерно, там как, можем, не можем, сколько у нас этих объектов. Но интересно, вот я так посмотрел, значит, Арабские Эмираты, как-то мгновенно, быстро они это сделали. Да, там маленькая страна, я понимаю. Там несколько этих объектов, а это не то, что в Украине. Я понимаю. Пример интересный. Ну, это когда, если из пленок, как там озвучили нам, да, денег жалко на укрытие, на все остальное. Да, да. И гораздо проще компании, как Галущенко, да, снимать мзду 5-15% от подрядчика, который там в бетон все заливает, типа вот эти укрытия, а сверху пусто. А это просто элементарные такие строительные леса, да, там из металла, там цветного или черного, быстренько так обшили, и понятное дело, что оно как бы выстоит. От 1-2 ударов, да, вот это попадание. Понимаете, у нас просто политика же другая. Вы же видите, какая политика. Вот вы говорите, тяжелая зима. Ну, такие фотографии распространяются. Вот, Киев, Новус, супермаркет. Да. Все. Этот товар уничтожила Россия на пустых полках. Вообще, конечно, ну, проще же взять, распечатать табличку и написать на месте какой-нибудь там подстанции, склада и всего остального. Этот объект уничтожила Россия. А потом можно вводить партнеров иностранных туда. Принцип другой, подход другой. Одно дело, когда ты свое защищаешь, другое дело вот так. И люди тогда пошли к полке что-то взять, купить в супермаркете, а там вот такая надпись. И сразу сытнее стало. Я успокою тебя и людей. Голода в Украине не будет. Как и голода в России не будет. А вот во многих других странах голод может быть. Знаете почему? Потому что украинский и российский экспорт сельхозпродукции – это 25% всего мирового экспорта. Украина и Россия кормят четверть мира хлебушком. Поэтому если в течение месяца не разблокируют судоходство в Черном и Азовском морях, то да, это проблемы мировой экономики могут привести к плачевным последствиям. Пока порты заблокированы вокруг Большой Одессы, да, понятно, что русские зарабатывают значительные деньги на увеличение экспорта собственной сельхозпродукции. Но поскольку плечо доставки увеличивается, маршруты и логистика увеличивается, то и, значит, себестоимость их продукции увеличивается, значит, маржа меньше. Но, тем не менее, они зарабатывают. Ничего с этим не сделаешь. Если где-то пылает, кто-то зарабатывает. Ормузский пролив закрыт, и Америка выходит на рекордные показатели по экспорту нефтепродуктов, газа и так далее. Ормузский пролив закрыт, российские нефтепродукты, российская нефть тоже идет огромными объемами. Это есть правда. И ничего с этим не сделаешь. Но вот сельхозпродукция, тут как бы... Я к чему это говорю? Я к тому говорю, что в современном мире какие бы коллапсы и какие бы военные конфликты ни случались бы,
выживут страны, у которых есть жатва и энергоносители. Это не я сказал, это как бы вот это такой вывод глобальных аналитиков мировых. Если у вас есть жатва и энергоресурсы, вы выживете. Худо-бедно, но выживете. Ну, у Украины все это есть. Вот. Ну, собственно, как и у русских, да, у них тоже все, у них вся таблица Менделеева есть. Вообще, Тут, конечно... а вот у Европы, а вот у ряда стран там Средней Азии и так далее, там могут быть проблемы. И у Африки могут быть проблемы. Вообще, конечно, Поэтому очень, Европа не знает, что делать. очень многие, ну вот вы говорите Европа, ну лезут же туда, в эту Европу. Вон сегодня развивается дискуссия. Пашинян заявил о том, что из АДКБ можем выйти. Песков ему ответил, что это ваше право, типа, пишите заявку и вы выходите. Они ж там что? Они ж там заявку в Евросоюз подают. Говорит, до 29-го года, может, вступим. Вот это вот опять начинается вот это движение, понимаете, армянское. А мы вот как украинцы смотришь на эту, конечно, историю, и... Ну, такая, особенно в День независимости, отвечу. горькая какая-то параллель проходит по этому решению. Прокомментирую. Армения маленькая, а бедная, в отличие от Украины, но маленькая и пока не разрушенная ничем. И ты знаешь, парадоксальная и циничная история. Политически Европа очень заинтересована забрать к себе, да, Европа и Запад забрать к себе Армению, оторвать ее полностью от России, продемонстрировав всем остальным, да, странам ОДКБ что-то. Так вот, ЕС может быстренько взять Армению к себе. Ну, в смысле, принять члена Европейского Союза. А в течение там нескольких лет. Вот просто принять такое решение. Давай к нам разберемся. Маленькие, что там на вам поможем? А армянский экспорт не страшен европейскому рынку, как страшен украинский экспорт сельхозпродукции. Но они его все равно не берут. Что? Он такой, Армению? да, он такой не страшный, этот экспорт, что эти помидоры и не берут, понимаете? Не, правильно. Я же не сказал, что примут. Я сказал, что Европа, просчитав все, ну там надо садиться считать, но в принципе может принять вот такое политическое решение. Давай возьмем Армению. Они маленькие, ничего страшного. Ну надо дать им помидоры, разберемся. Может быть. А может я не прав. Если у Пашиняна нет договоренности с руководством западных структур, четких договоренностей, он очень сильно рискует. Если он сейчас полностью закроет для армянского экспорта российский рынок, и ему никак не пойдут навстречу в Европу, ну, я думаю, что Пашиняна быстренько переизберут, потому что там начнутся глобальные экономические проблемы. И тогда зря он затеял эту историю. Если у него есть какая-то глобальная договоренность, мы об этом узнаем в течение года. Если он играет и блефует, ну, так, знаешь, как ставки в казино, да, на все, играю на все, он может проиграть. Потому что замену русскому рынку для армянских коньяков он не найдет. Нигде по льготам не примут армянский коньяк ни в одной стране Европы. Вы же не думаете, друзья, что Франция откроет двери тем более, для что армянского коньяка? Теперь это не коньяк. Теперь это бренди. Это уже не коньяк. Бренди. Да, Все. как у Жванецкого, это уже не сметана или это еще не сметана? Они отказались Вот это уже в угоду, опять-таки, европейцам. Вообще, конечно, странная война. Вот так вот, если резюмировать, я хотел бы... И перейдем к зрителям, да, к вопросам зрителей. Вообще, конечно, очень странная война. Опять-таки, бьют по Озону, бьют по Вайлдберрис, россияне бьют, выбивают все эпицентры, то есть там люди даже вот у нас в чате, мы в прямом эфире пишут, что вот из Одессы там Ирина пишет, что всегда не ходила, боялась в эти эпицентры, ну типа и правильно делала. Получается, что, ну это такие большие площадные, складские магазины огромные, то есть, да, все понимают, гипермаркеты, такие же, как и бывшие эпицентры, Галактика переименована на неподконтрольной территории там, Донецкой области, там вынесли тоже 2 таких же магазина, то есть, понимаем, да, но в это время, вот в чем странность, День независимости, Крещатик, прут
парады же невозможно проводить на День независимости, а вот эти роботизированные комплексы запустили. Самолеты летят, понимаете, с покрашенными в желто-блакитный цвет ракетами. Над Днепром, ну это канал, да, Днепр, запустили дроны, ну вот эти писюны, да, то есть показать эту технику, эту возможность. Вот они. Прицелились, там, выстрелились дроноводы, подняли их в воздух, мол, смотрите как. В чем суть вопроса? Огромное количество целей. Вот город Днепр, родина-мать, беспилотники надводные, Магура и все остальное. Меня вчера спросили, День независимости, русские что-то устроят там нам, в Киеве, там, центральные улицы, площади? Я ответил нет. Мой собеседник так открыл глаза, говорит, почему? Столько ж целей. Прям повторил, вот как ты сказал. Столько ж целей. Да потому что любая война, самая жестокая, все равно имеет определенные гласные, негласные. Нет, все пройдет относительно тихо и спокойно. Я надеюсь на это. Сегодняшний день независимости. А потом опять все начнется. Мы будем Озон и Вайлберри, мы будем терминалы, там, мы будем порты, мы будем нефтепереработку, они будут по нам бить. Просто у них баллистики намного больше, чем у нас, а у нас патриотов нет. Поэтому разрушение от их ударов будет больше. А что касается эпицентров, согласен с тем, с той девушкой, которая тебе написала, я тоже одессит, и могу тебе о себе сказать, что предыдущие несколько лет мы как-то без страха заходили в большие торговые центры, в том числе эпицентр. Ну, как-то не было этой такой войны эпицентров, да, войны на уничтожение торгово-развлекательных центров или торговых центров. А сегодня, да, читаешь так, если тревога, то вылетаешь откуда-то и уезжаешь так с того места, где... где... не успеваешь, потому что от объявления тревоги до прилета все меньше и меньше времени. Ну, то есть это практически нереально, баллистика летит. Я просто к тому, что тут, знаете, поподнимали парады роботизированной дроновой техники, провели. Слушайте, и в Кремле указ никакой не написали, что разрешают это делать, понимаете? Вот тоже тут надо разделять объективную страницу. У игрока своя манера реагировать на те или иные информационные истории. У нас своя манера, у них своя манера. Война идет по всем фронтам. Дипломатический, политический, информационный, значит, финансовый, экономический. Просто многие ошибочно думают, что война – это вот только там, где линия соприкосновения. Война – это месседжи первых лиц, кто кому что скажет, что напишет, кому обратиться, как проведет, парад, не парад, значит, демонстрация силы или слабости, обращение к партнерам или как. Это все война. Кто кого переиграет перед переговорами. Весь же ужас в том, что я согласен, что, черт возьми, все это бессмысленно. Ну, хочется крикнуть ко всем, ну, давайте заканчивать эту войну. Ну, сколько же могут... Но она же все равно, черт возьми, закончится переговорами и миром. Вот в осознании этого, вот ты же все равно понимаешь, что эта война закончится двумя составляющими. Переговорами и миром. Здесь никто не подпишет капитуляцию. Здесь будут переговоры и мир. Так давайте, может быть, уже. Ну что же оно все дальше и дальше? Насчет мира здесь побеждает у нас в нашем опросе тоже вариант мир. Чего бы вы пожелали Украине на День независимости? 2% победы желают, 4% мира после победы, 37% ничего не желают, потому что вообще не до праздников, пока война. Ну, вот такой результат. И 57%, конечно же, мира. Мира желают Украине на День независимости. Это действительно хорошее пожелание, пускай оно исполнится. Ну, а об обстоятельствах, мы сегодня, поговорили, да, подискутировали. Перейдем к вашим вопросам, друзья. Спасибо большое, что их оставляете. Оставляйте и в клубе, оставляйте и в сообществе YouTube. В режиме Блиц, Дмитрий, как всегда, наша любимая рубрика. Так, значит, добрый день, Алекс пишет. Украина – это независимое государство или колониальное, где управление местными губернаторами, в кавычках, производится через антикоррупционное бюро? Вот такой вам вопрос.
Частичка правды в этом есть. Я об этом говорил сегодня в программе, чтобы не повторяться. Надеюсь, вы мое мнение знаете. По НАБУ, там, к соросовским структурам, USAID. Кстати, про Федорова. 30 секунд. Извините, я знаю, что Блиц. Просто, чтобы было понятно. Знаете, где забронирован господин Федоров, ну, по возрасту он же подходит, он забронирован в благотворительном фонде, восточная дипломатия или демократия. А акционерами этого благотворительного фонда является открытое общество Сороса и компании, связанные с USAID. Вот это я так, на всякий случай. Поэтому частичка в этом есть. И до тех пор, пока все эти грантовые круги, которых мы с вами не выбираем во власть, находятся во власти, напсоветы и так далее, ну, согласен, это и есть, это и есть частичка суверенитета. Так, Тарик спрашивает, конец войны будет концом одной войны и начало гражданской, так как зеленые хунвейбины херней занимаются сейчас, и после войны все будет только хуже? Не будет гражданской войны, но потрясения внутри гражданского общества будут. Не надо любые потрясения возводить в ранг вот таких слов. Не бросайтесь такими словами. Но большие проблемы нас ждут после войны. Я же человек честный в этом плане, искренний. Я давно об этом говорю. Мы даже не представляем себе. Я почему жестко критикую нашу власть? Потому что сегодня надо думать о завтра. А сегодня о завтра никто не думает. Какая экономика, где брать деньги, как... Вот Корецкий. Вот я вам приведу один пример. Вот премьер-министр, новый, Корецкий, все, да. Не бедный человек, в «Нафтогазе» работает. Говорит, что сейчас 1,5 миллиона у нас ветеранов, а после войны будет 3 миллиона ветеранов. Ну, давайте умножим 3 миллиона ветеранов на $100. Просто вот на $100. Ну, выплаты, пенсии и так далее, и так далее. А если на 200? А где брать эти деньги? А где их трудоустраивать? А оружие, напичканное страной? А психологически вот эти... А реабилитация? А как противостоять возможному беспределу, ракетёрству? Что делать с ТЦКшниками, которые Они скупают же недвижимость? Получается, ветераны. Да, ну, получается, они же ветераны. Да, иди там разберись через полгода, он где ветеран был. Они же все, сука, в балаклавах ходят, хрен же поймешь, кто они такие. Много проблем у нас будет, это правда. До гражданской войны не дойдет, надеюсь. Почему? Отвечу. Инстинкт самосохранения. Потому что гражданская война закончит существование этой всей истории. Ну, просто. Не выдержим одну войну, вторую, поэтому не хотелось. Так, сообщество YouTube, давайте сюда перенесемся. Здесь вопросы для вас. Как Дмитрий относится к тому, ваш тезка задает вопрос, Дмитрий, что его президент преклоняет колено на месте захоронения Коновальца? Во-первых, это наш общий президент, если вы с Украины. А также как Дональд Трамп, общий президент для всех американцев, даже для тех, кто за него не голосовал. Дональд Трамп – это вообще президент всего мира. Это вы так вы мелко берете. Другой пример привести. Да, ну другой пример, неважно. Да, Эммануэль Макрон – президент для всех французов, даже для тех, кто категорически его не воспринимает. Он президент Франции, а Владимир Зеленский – президент Украины. Нашей с вами Украины. Так распорядился украинский народ в 2019 году. Закончим войну, пойдем на выборы и будем с вами принимать политические решения, кого мы с вами будем избирать на выборах. Что такое демократия, знаете? Это правление большинства. То есть даже если мой выбор на 1% превысит ваш выбор, то все, вы должны это признать. Ну и наоборот. Нет, мне не нравится. Я отвечал сегодня в программе тоже по поводу Коновальца и Петлюры, и как он, Мельник. У меня свое внутреннее личное мнение, о котором я говорю давно и не стесняясь. Угу. Лена возмущается. Власти Киева хотят переименовать Бессарабскую площадь, якобы название возникло под влиянием русского языка. Хорошо в стране дебилов жить, с историей своей не дружить. Специально для киевских кретинов название большого количества бродячих людей, которое селилось в трущобах поблизости от крутого спуска, эти люди получили название прозвища Бессарабы. Зачем это менять? Блестяще, я вам аплодирую.
Просто вы обращаетесь к тем, кто Мурзилку навряд ли еще смог осилить. И поэтому в Киевсовете, поскольку там тоже уже давно коррупция зашкаливает, им же надо демонстрировать какую-то бурную деятельность. Поэтому для зрителей еще скажу, может быть, не все знают. Бессарабскую площадь на русском с двумя «с» хотят переименовать Бессарабскую с одним «с». Не, Да, потом Басарабскую таблички. какую-то. Да, ну По-моему. неважно. Вот. А вот замечательная наша зрительница все написала, что это, откуда это, историческую подоплеку. Только они же ни хрена не знают. Вот в чем беда и проблема, что элитой стали те, кому бы где-то в 8 класс. Вот, а они элита государства. В этом проблема, это правда. Мгм. Вопрос. Будапештский меморандум был политической декларацией о намерениях, а не обязывающим военным договором. Инициатором, главным спонсором оплачивали утилизацию и передачу ядерного оружия России были США. У американцев тоже были виды на территорию ископаемой Украины, и они тогда уже не просто доверяли, не так. Или они уже тогда просто не доверяли государству Украина? Вот такой вопрос. Первое – декларация. Второе – никаких обязов военных. Третье, ВИП-клуб ядерный всегда будет друг с другом за нераспространение этого ВИПа и ВИП, за нерасширение этого ядерного ВИП-клуба. Поэтому я же тоже сегодня в программе, видите, так сложилось, что на многие ваши вопросы я уже сегодня отвечал. И Будапештский меморандум, я рассказывал, что такое Лиссабонский протокол, да, и Вашингтон, и Москва вместе нас разоружали. И нас, и белорусов, и Казахстан. Было принято такое глобальное решение, что после развала Советского Союза ядерное оружие должно сосредоточено быть только в России. А поскольку оно было и в Беларуси, и в Казахстане, и в Украине, то вот в течение нескольких лет нас быстренько разоружили. Под разными лозунгами. Кто-то нам деньги давал вместо этого, кто-то там что-то нам газ давал. И те, и другие, и Вашингтон, и Москва нас разоружали. Не только от ядерного оружия. Нас вместе разоружали. У нас же все было. Танки, ракеты, самолеты, Ту-22, М3, Ту-95, у нас стратегическая авиация была, у нас ракеты были. Спросите у Леонида Даниловича Кучмы, да, про ракетостроение на Южмаше. У нас все было в середине 90-х. А потом, черт возьми, нам рассказали, вы нам это отдаете, а мы вас в ЕС, там, ну, условно. Мы вам чуть-чуть денег дадим. Вот мы все это отдали, и вот остались. Поэтому в современную политику такой тезис, как реал-политик, внес Генри Киссинджер. Реал-политик переводится следующим образом на человеческий язык. Никаких моральных устоев, никаких принципов, только интересы. И ради этого напролом. Ну вот, собственно, так действуют все большие страны, большие игроки. Ничего с этим не сделаешь. Дальше. Вот такой еще вопрос для вас. Добрый день, Александр и Дмитрий. Понятно, Дмитрий, что ваше любимое выражение «Киев за 3 дня» — это типа одесский фольклор. Но вот звонок вялого Макрона в Москву с просьбой отвести войска от Киева, чтобы продолжить мирные переговоры, так как с пистолетом у виска никто хорошо не соображает. Что это было? С уважением спрашивает Алексей. Первое. Это не я про 3 дня. Это вы там свою пропагандистку Симоньян прослушайте, и она вам все скажет. Так Первое. это Милли. Второе. Ну, подождите, 3 дня 3 дня это... 3 дня, 3 дня это условно. Это Милли. Это Милли. Да. Помните такого Нет, генерала 3 дня штабов? это Милли, 3 дня это Симонян. Дословно, которые говорили, да в горячей войне мы эту за 2 дня укроем. А что ее побеждать? Сейчас же многие крутят эту историю. Что вы все забыли уже. Дальше. И Запад, и в России, ну уже сейчас же и документы есть, и все. Действительно, в Кремле рассчитывали там за 2-3 недели быть в Киеве, поменять власть, забрать страну под свой контроль и все. Вот. Поэтому это не я, это в Кремле так рассчитывали. Про звонок вялого Макрона, так все друг другу звонили, вялые или не вялые, призывали к миру. Но я не был участником этого, телефонного разговора, поэтому не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Но если вам, а я так понимаю, что вы жительница России, кажется, что вы отошли от Киева как жест доброй воли, а еще из Херсона, из Харьковщины и так далее, то живите с этой мыслью, живите в этих иллюзиях и как бы на здоровье. Я же не возражаю. Угу.
Так, Евгений к вам обращается, прям целое письмо пишет, говорит: здравствуйте, задайте, пожалуйста, вопрос о мобилизации. Я сразу отвечу наперед. Я Евгений, я сам с Донецкой области, сейчас нахожусь в Киеве, мне 27 лет. Я не буду критиковать за прогнозы, которые там сбываются, не сбываются, но я за то, чтобы Зеленский согласился и вывел войска из Донбасса и выполнил требования России, ведь рано или поздно они займут этот регион и выдвинут новые требования. На одном эфире Дмитрий сказал, что с мобилизацией что-то нужно делать и что-то нужно изменить. Одна из его идей была в том, чтобы на фронт добровольно шли элиты и их дети. По мне, хорошая идея, но, как известно, инициатива наказывает инициаторов. Спивак уже 58 лет, он спортивного крепкого телосложения, он не хочет соглашаться на условия России, то есть за продолжение войны. Можно же с себя начать, а не других призывать. Те, кто может, умеет и хочет, уже не осталось. Если не будет толкать ТЦК, так как они работают, то на фронте никого не будет. Дмитрий Павлович, может, добровольно на фронт надо всех отправлять, невзирая на то, что есть бронь от мобилизации, и фронт всех блогеров и других пропагандистов пытается поступить так же. С Днем независимости Украины всех, и всем спасибо за внимание. Ну, такое письмо получили. Нормально такое, да, нормально. Вы все перевернули с ног на голову. Первое. Я не за войну, а за мир. Говорю об этом в каждой программе. Я против мира на коленях и подписания капитуляции. Это я говорю как бы от имени как бы государства. Как человек обычный, вот я, Дмитрий Спивак, я хочу завтра мира. Если надо пойти на уступки, давать, жизнь человеческую сохранить. Но государства так не решают. По-разному бывают. Бывают финские варианты, уже заговариваться. Бывают разные варианты. Но я всегда за мир. Однако говорю, что если бы кто-то из вас был бы во главе государства и должен был бы принимать решения, не знаю, почему нужно после всего пережитого идти на ультиматумы противника. Это разные вещи. Не надо манипулировать. Это первое. Второе. Мне 58 лет. Так, и что? Третье. Армии всего мира наполняются из 3 источников. Источник номер 1 – действующая армия. Плюс резервисты и военные пенсионеры. Им 45 лет. Они обучены, они когда-то избрали это своей профессией. Мы, гражданские, платили налоги, чтобы содержать свою армию. Источник номер 2. И плюс к ним это правоохранительные органы. Они давали присягу украинскому народу защищать с оружием в руках. Они это делать умеют. Источник номер 2 – это добровольцы. Человек приходит, говорит: могу, хочу, умею, готов. Источник номер 3 – это контрактник. Приходит, говорит: могу, готов, интересуют деньги. Все, 4-го не существует в мире. Теперь про справедливость. Воевать должны 25, 30, 35-летние элиты, патриоты, Стерненки условные, Шабунины условные, прокуроры, инвалиды. Мальчики и девочки, парни, не девочки, извините, парни, которым 30 лет, которые вы же считаете патриот. Собственно, я вам и ответил. Оправдываться не собираюсь. У меня брони нет. Была бы бронь, я мог бы кататься, выезжать за границу. Я никуда не выезжаю. У меня нет документов, которые позволяют мне раскатывать по миру, как они все раскатывают. Я живу в Одессе, Киев езжу, возвращаюсь. Поэтому не надо меня ни провоцировать, ни пытаться манипулировать. Сначала они, как я себе представляю. Или надо идти к миру. И еще есть один момент. Сейчас провели социологию во многих странах Европы. Около 20% британцев, немцев, поляков и французов на соответствующий вопрос к ним ответили, что готовы брать оружие в руках в случае войны, не дай бог, и так далее, и так далее. Но остальные нет. Воевать должны те, на мой взгляд, те, кто могут, умеют, или те, кто об этом кричит. Вот те, кто кричит до победы, до последнего, и живут все там, очень далеко от войны, на Западной Украине, вот они должны.
А жители Харькова, Одессы, Николаева, Днепра, Запорожья, Кривого Рога, да каждый уже герой. Просто что живут здесь, вот попады. Вот. И вы из Донбасса, как я понимаю, живете сейчас в Киеве. Дай бог, чтобы все это закончилось, и вы когда-нибудь сможете вернуться домой. Такой будет мой вам ответ. Так, значит, из чата трансляции вопрос. Господин Спивак, Денис спрашивает. Помню, 20 лет назад где-то Жириновский предсказал, что будет война в итоге Украина будет разделена между Россией и Польшей. Не страшно от точности этого предсказания? Что о нем думаете? Ну, Владимир Вольфович, чувак интересный был, да, судя по тому, что мы сейчас слушаем, да, то есть непростой парень был, да. Не, ну, вообще он такой, видите как, еще и что-то дано ему было. А многие прогнозы такие геополитического характера: Ближний Восток, Азия, Кавказ, США, Россия, Китай, Европа, Украина. Ну, многие интересные вещи, да. Но вы же про этот его прогноз сейчас сказали, написали, как о свершившемся факте. Я пока его не вижу. Поэтому почему должно быть страшно? Я не вижу пока никакого раздела. Ни между одними, ни между другими. И одни очень хотят, и другие очень хотят. А вот Украина против. Ну и пока нет силы, кто может заставить. Как будет дальше, не знаю. Поэтому step by step. Давайте обсуждать проблемы по мере их поступления. Нам есть что обсудить на сегодняшний момент. Так, ну тут про территории, конечно, спрашивают, там, с какими территориями вошли в состав России, вышли. Вообще, давайте, если так завершить наш сегодняшний эфир. Ну вот сегодня Зеленский в очередной раз сказал, что ничего никому не дадим, ничего не отдадим, и все. То есть условие вот это не будет выполнено, которое озвучивалось многократно. Более того, там фламинго полетят на зимовку и так далее. То есть война. То есть не будет никаких, скажем так, предпосылок. Нет, абсолютно. Нет, это риторика. Это риторика политиков, завуалированная риторика. Мы говорим, не отдадим, у нас условия не меняются. Русские говорят, и у нас условия не меняются. А закулисно идут переговоры. Это нормально. Риторика одна, политическая, заявления правильные. Мы говорим, да нет, у нас ничего не изменилось, не запугаете. Мы готовы к переговорам, но только так, как мы говорим, да. Русские говорят тоже что-то свое. А переговоры продолжаются, закулисно, идут. Просто дай бог, чтобы они к чему-то пришли. Я имею в виду к чему? Я же не имею в виду, что через месяц наступит мир. Нет. Я очень надеюсь, что удастся договориться по нескольким аспектам взаимовыгодным. Разблокирование судоходства. Раз. Какая-то договоренность по вот этой дроново-воздушной войне. Может быть, не бить вот по вот этим, а сюда. Может быть. Нам об этом, может быть, и не скажут, но дай бог мы это почувствуем. То есть у меня вот такое есть предчувствие. А глобальный мир, глобальное соглашение невозможно подписать сейчас. Я думаю, что это весна где-то, весна 27 года уже. Но только при консолидированной позиции Вашингтона и Пекина, которые могли бы стать гарантами подписания чего-то большого и глобального. Но это путь еще огромный. Надо решать нам НАТО, не НАТО, Конституцию. Много чего надо решать. Границы, много чего. Сейчас просто перед зимой очень верится в то, что удастся хотя бы на какие-то миллиметры сдвинуть вот эту эскалацию, опустить ее немножечко вниз. Вот о чем идет речь. Удастся, не удастся, 24 сентября будем знать ответ на этот вопрос. Условно 24 сентября. Да, если вы хотите знать, почему 24-го, посмотрите наш прошлый понедельничный спивак. Дмитрий был на связи. Спасибо большое за время и мысли. Друзья, благодарю всех за внимание. Всем большое спасибо, что лайк не забыли поставить. Напишите в комментариях, с чем согласны, а с чем нет. Самое главное, берегите себя. Добра и света. Увидимся.